День 1624. Алекс на связи. Сначала в качестве основной системы умного дома я начал использовать OpenHub. Это была версия 2. И, в принципе, на ней я пытался строить полноценную интеграцию со всеми разными системами. Системами от производителей, от Xiaomi, от Tuya. Но на самом деле в OpenHub очень мало интеграций, которые именно мне были нужны. И одной из основных таких интеграций это не было интеграции с умным домом от Яндекса. Но в принципе даже когда я начинал, там не было интеграции вообще с Яндексом, и у Яндекса даже и умного дома-то не было. То есть это была возможность просто через навык использовать подключение к умному дому и уже с помощью колонки умной разные команды через этот навык говорить. Но причем вся обработка, она была на стороне этого навыка. То есть если разработчик сделал так, чтобы можно было каким-то образом передавать команду о включении устройства в систему умного дома, то в принципе тогда она могла так работать. Потом, когда у Яндекса появился умный дом, отдельно такой вид навыков, была сделана интеграция одним из разработчиков, в принципе, которая позволяла нормально прокидывать устройства из OpenHub в Яндекс. Я так, в принципе, попробовал, но через какое-то время, во-первых, это сторонний разработчик и не было гарантии в надежности этого решения, то есть что данные никуда не уйдут, потому что, в принципе, приходилось пароль от OpenHub вводить напрямую на сайте этого разработчика. И, конечно, сама интеграция поддерживала очень мало возможностей. То есть это, в принципе, можно было включать или выключать только розетки или светильники. На стороне OpenHub нужно было настроить специально все объекты. Но это тоже, в принципе, не очень было удобно. И в итоге для того, чтобы сделать нормальную интеграцию уже именно с поддержкой колонки, я начал искать другую систему. В принципе, я выбрал систему Home Assistant. В ней как раз уже была реализована интеграция. Она была, в принципе, только там и доступна. Ее потом пытались склонировать еще несколько других систем умного дома. Но, по большому счету, основной все-таки является Home Assistant. Это интеграция для управления умными колонками. В принципе, управление оно делалось и локально, и через облако от Яндекса, и позволяло нормально включать музыку, выполнять разные команды на колонке. То есть, в принципе, этот модуль был для интеграции с колонкой для голосового управления. То есть, само по себе никаких дополнительных систем управления или управления датчиками этот навык не поддерживал. Но поскольку эти команды выполнял голосовой ассистент, то, в принципе, можно было команду так сформулировать, чтобы она просто запускала определенный сценарий или там определенное устройство режим включала или выключала. На Home Assistant пришлось пережить переезд на версию Python 3. Очень долго там была эта ошибка, связанная с тем, что Python предыдущей версии перестает поддерживаться. Но сам переезд, он, конечно, был очень тяжелым. Очень много интеграций перестали работать, в том числе перестала работать интеграция с Яндексом. И через некоторое время все-таки, конечно, починили. И, в принципе, стало нормально использоваться, все работать стало нормально. И я как бы решил окончательно, что у меня именно Home Assistant будет именно система интеграции. Но, кстати, очень много дополнительных возможностей. Сам Home Assistant позволяет еще для интеграции с другими экосистемами, то есть с тем же Xiaomi, с Mi Home и с Tuya экосистемы позволяет нормально интегрироваться. Также с HomeKit можно интегрироваться для подключения к устройствам Apple. То есть, в принципе, достаточно много возможностей.
Ну и все-таки основная возможность, поскольку я использовал его именно для интеграции с Яндексом, мне не хватало текущих возможностей, и я пытался сделать интеграцию своими силами. Ну, поскольку сам интерфейс, он не закрытый, даже был модуль, потом появился в Home Assistant, который позволял делать интеграцию с этим навыком умного дома Яндекса. Но для этого нужно было локально у себя на сервере развернуть, именно там, где Home Assistant стоит, развернуть удаленный доступ, чтобы он видел извне Яндекс этот сервер, чтобы на этом сервере надо было поставить SSL-сертификат. То есть, в принципе, нужно было развернуть полноценный сервер для внешнего доступа от этого навыка. И дальше нужно было их связать, и после этого все, что в Home Assistant доступно, начинало нормально пробрасываться в умный дом Яндекса. Но на самом деле пробрасывалось не так уж и много. Я такой, конечно, режим не использовал, потому что, в принципе, у меня не было внешнего адреса, и реализовать его было не очень просто, и покупать не хотелось. Поэтому я просто пошел по пути другому, что я создал свой сервер в интернет и на нем просто сделал необходимые все настройки, которые позволяют умному дому Яндекса подключаться. И там все, сертификат установлен, все, что нужно было. А дальше с этого сервера уже передаю команды на свой внутренний сервер. Это делать разными способами, но в последнее время я использую специальный вид запросов, который позволяет не опрашивать сервер постоянно, а ожидать от сервера изменений, подтверждения команды. Если команда приходит, то она у меня мгновенно выполняется в системе умного дома. То есть я, в принципе, альтернативный этот вариант, который в Home Assistant был сделан, я его реализовал своими силами. В принципе, все это работает неплохо, но в недавнем обновлении там появился еще один аддон, который позволяет создавать. Сначала появился аддон, который позволяет создать сценарии свои, то есть можно прямо на уровне кода, там в специальном языке в Home Assistant написать специальное описание сценария, сделать, и этот сценарий будет пробрасываться в Яндекс, и дальше через этот сценарий можно будет его либо голосом запускать, либо он просто будет выполняться там по триггерам и каким-то условиям. То есть, в принципе, такое полноценное управление умным домом Яндекса, то есть можно будет его настраивать удаленно. Но потом вообще я увидел, что есть еще один компонент, он тоже как развитие всех этих технологий, которые были доступны для интеграции с Яндексом. Ну, вообще сама эта интеграция, она не официальная, и, конечно, в любой момент Яндекс может ее заблокировать, но пока она работает, и сделали отдельный компонент, отдельный сервер внешний, через который полноценно реализовали проброску всех устройств из Home Assistant в Яндекс. Но там, по сути, есть режим, что нужно сначала выбрать те устройства, которые будут пробрасываться. Дальше связываются Яндекс и Home Assistant между собой. И, в принципе, дальше через этот сервер отправляется информация в систему умного дома Яндекса. В принципе, эти объекты сразу там появляются. Все работает довольно быстро. То есть никаких задержек нету. И дополнительно, кроме того, что просто включать и выключать, если, например, пробрасывается из Home Assistant устройство, которое, например, светильник, и у него есть разные режимы, есть dimмирование, то это тоже будет проброшено в систему умного дома Яндекса, то есть там появится объект такой с этим названием, и, соответственно, можно будет тоже прямо либо голосом, либо из приложения Яндекса включать или выключать эти устройства
что, в принципе, уже довольно много возможностей дает. Но если, например, какое-то специфичное устройство, оно, конечно, в таком объеме не пробросится, и даже многие параметры от устройств из Home Assistant, они тоже там не появляются в системе умного дома. Я даже не пробрасывал туда датчики, то есть можно, конечно, проверить, будет еще изменилось ли что-то, но в момент, когда я настраивал, такой возможности не было. Потому что сейчас умный дом Яндекс позволяет еще туда пробрасывать разные датчики, например, температуры, влажности, открытие дверей, закрытие, датчики движения. И на основании этих датчиков уже делать разные сценарии. То есть эти датчики используют как триггеры. То есть это, в принципе, очень удобно. И поскольку я использую еще и свою систему подключения, свой способ подключения к умному дому Яндекса, то я это, в принципе, использую. И у меня есть некоторые сценарии, которые именно на стороне Яндекса обрабатываются. То есть у меня от системы умного дома идет просто сигнал об открытии двери, а дальше он уже сам обрабатывает это. Но в Home Assistant, в принципе, тоже некоторые устройства есть. Разработчики обещают, что они тоже будут развиваться и будут появляться дополнительные разные устройства. Но поскольку, в принципе, даже на стороне Яндекса это не структурировано, то есть там есть некоторые разные виды устройств, то есть, например, там лампочки, выключатели, телевизоры, утюги, чайники, там, роботы-пылесосы, стиральные машины, но все это просто общее название. На самом деле можно сконфигурировать любое устройство с любыми параметрами, так как это нужно. Например, можно к лампочке еще дополнительно параметр температуру передавать. Поэтому, конечно, на стороне Home Assistant разработчикам будет сложно унифицировать. Это все-таки должен сначала производитель унифицировать все свои устройства. И когда они пробрасываются в Home Assistant, добавляется через разные интеграции. Там они уже должны представлены быть более единообразно. То есть сейчас, например, если я подключаю две разные розетки, например, там даже у разных розеток, например, которые от Туя, тоже может оказаться, что параметры, в принципе, будут разные. То есть, понятно, включение-выключение, скорее всего, одинаковое, но остальные параметры, они уже даже не выводятся как стандартные, потому что, в принципе, у них может быть существенное различие. То есть, их можно вывести, но дополнительно. И также они, соответственно, и не пробрасываются в умный дом Яндекса. Например, нельзя будет посмотреть потребление энергии уже на этой розетке в умном доме Яндекса или там у колонки спросить, какое потребление энергии там у такой-то розетки. Ну и большим интересным еще возможностью у этого аддона в Home Assistant это то, что можно через него пробросить разные камеры, которые в Home Assistant заведены. То есть, в принципе, Home Assistant через Unviv и RTSP поток поддерживает разные камеры, то есть можно либо напрямую завести поток, либо через Unviv настроить так, чтобы камера еще и управлялась. То есть она и включается, и выключается. Если есть параметры, например, там камера поворотная, она может еще и поворачиваться. Но сам Яндекс может не поддерживать эту конкретную камеру этого производителя, но поскольку интеграция она идет через внешний сервер от разработчиков этого аддона, то он, конечно, еще, видимо, с некоторой конвертацией сделано так, что этот поток дальше может передаваться через этот сервер в систему умного дома Яндекса, и уже прямо в приложении Яндекса можно тоже открыть и посмотреть эту камеру, что очень удобно становится. И единственное, что, конечно, там иногда бывает большая задержка, а иногда, конечно, по непонятным причинам просто эта камера не открывается и не показывает.